Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Мы в прямом эфире прямо сейчас, 21 час на часах по Киеву, 22 по Москве и, по другим часовым поясам тоже. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Будем, конечно же, говорить о Женеве, да, поэтому я так начинаю прикидывать, а сколько там в Женеве, как говорится. Но Женева уже, кажется, перемолола все свои ожидания, хотя организована очень быстро, и, собственно, отголоски ее сегодня будем затрагивать во многих аспектах. Единственное, что для начала, как всегда, формат эфира неизменен. QR-код, который видите на экране, с этих вопросов мы будем начинать нашу сессию вопросов и ответов в самом конце. Также закрытый клуб зрителей Шелеста и в сообществе YouTube абсолютно открыто, и заранее, заблаговременно можно оставить вопрос. С чатом тоже пообщаемся и на канале Шелест, и на канале Алексея Арестовича. Ну и для того, чтобы чат веселее проходило, как говорится, общение в чате трансляции, то вот, собственно, предлагается вот такой опрос нашего сегодняшнего эфира. Он звучит так. Если закончится сейчас, сейчас, предположим, гипотетически, вот сейчас действительно это все и закончится. Имеется в виду война и вот это все, противостояние. И просьба завершить вариантом ответа это предложение. Уеду из Украины, вернусь в Украину, на месте останусь и буду радоваться, или на месте останусь и буду горевать. И тут варианты по погибшим или по итогам. Вот такие 4 варианта. Алексей Николаевич, очень интересно, как вы ответите на этот вопрос. Прям так вот начинать с этого прям сам Бог велел. Я посижу, пожалуй, первое время на месте и посмотрю, что будет после. С каким настроением посидите на месте? Буду радоваться и горевать. Радоваться тем, что война закончилась, и горевать тем, что все-таки так много людей погибло. Друзья, в общем, проголосуйте и вы. Очень интересно, какой ваш выбор. Сегодня мы обсудим, конечно, и фронт, и начнем, наверное, с этого самого главного вопроса. Сейчас вообще украинцы разделились, да? А ты за план Трампа, а ты против план Трампа? К нашему эфиру, буквально, так сказать, как горячий пирожок с кислицей, или как, с кислинкой и с кислицей, подошла новость о том, что из 28 пунктов осталось 19. Кислица дает в интервью в Financial Times, как участника переговоров, что, смотрите, нормально, вообще пунктов меньше, мы переработали, перелопатили, там амнистия вот это всех, да, участников, не будет такого, будет там, в общем, опора на жертв, кто жертва войны, да, кто пострадал от войны, поэтому, собственно, перемога. Пунктов меньше. Ермак, Умеров, Кислица и компания не зря съездили в Женеву. Как вы относитесь к произошедшему вчера? И что думаете? Вот действительно ли работа на срыв удалась? На срыв чего? Идеи Трампа все закончить и быстро, чтобы Зеленский подписал. В том смысле, что они срывали, в принципе, этот самый. Смотрите. Там самое печальное – это сломанная Умеровым ручка. Сломалась ручка. А вместе с ручкой сломалось следующее. Сломались ожидания, что первая война быстро закончится. Второе, что этот согласованный страшный план, где так много справедливости по-украински, примет Путин ни с того ни с сего. Чего это вдруг? И третье, это что война быстро закончится. Она не закончится быстро. Что там будет, могу сказать. Значит, в ближайшее время, скорее всего, Трамп ведет санкции против Путина. Потому что это его модель, шантаж двух сторон против России, еще более сильный, еще более калечащий и так далее. И потом выкатит этот согласованный план, потому что план, уже очень понятно, в стратегии Трампа не может сопровождаться, он понял, с кем он имеет дело в украинском лице, в российском лице, без аргументов он не сопровождается. Поэтому любое движение с украинской стороны сопровождается НАБУ-САП, а со стороны российской санкции. И где-то какое-то время уйдет на согласование трека, по которому будут двигаться. Трек этот не будет выполнением этих пунктов. Сразу вот взяли всю программу, выполнили там и так далее. Это будет, скорее всего, трек дальнейшего согласования.
какие-то подвижки будут. Вполне возможно, через какое-то время прорывы в стиле, как уже предлагалось. Там, обмен всех на всех. Какое-нибудь там рождественское новогоднее перемирие. Может быть. Может быть, там воздушный мораторий на взаимные воздушные удары. Помните, была такая проба, продержалась 6 часов, но уже была. Да еще что-нибудь и так далее. И вот так, шутками, прибаутками медленно все будут двигаться вперед. Совсем без последствий такое беспрецедентное давление не может. И размен не может остаться. Что-то будет. Прекращение войны. Ой, как-то я не сильно в это верю. Дай бог мне ошибиться. Вот она, эта сломанная ручка. Так чё ломал? Слушайте, вообще, если честно, я не могу с вами об этом не поговорить, извините. Мы сейчас перенесемся на порядок выше, там, к Си Цзиньпину, сегодняшнему созвону с Трампом и теме Украины, но этот момент я не могу упустить из виду. Это же какой-то, я не знаю, вид у Ермака и Умерова, как котов, которые поели сметаны, и, собственно, очень уж виноватый и мрачный, угрюмый, а тут еще эта ручка. Ну, во-первых, была новость о том, что Умеров там как бы следующий фигурант подозрения НАБУ. Второе. Умеров, по злые языки говорят, пробыл таки 1,5 суток в Америке, там между Стамбулом и этим самым, и уездом с Украины. И я так понимаю, что все эти 36 часов он изо всех сил давал показания ФБР, как мне кажется. Как бы, вопрос, чего уже ломать ручку? Как бы, все уже рассказал, все хорошо, наверняка со следствием сотрудничаешь, наверняка там тебе где-то выкатят подозру управляемую, потому что нужно легализовать показания для ФБР. А как ты их легализуешь? В противном случае это просто разговор за столом. Ну, для ФБР он легализован, а для украинской стороны, для украинских органов правосудия. Ну, пусть даже они под там кураторством ФБР. Ну, вроде как ты должен быть спокоен, обо всем договорился. Чего их ломать, эти ручки? Может быть, просто очень боялся, может, всплыли какие-то там вещи, которых он не ожидал. Говорят, поскандалили там Скандалили. в А определенной степени. предмет скандала какой? Ну, я так понимаю, пункты. Ну, как бы хорошо скандалить с тем, кто тебе дает 85% оружия и денег. Ну, какой предмет скандала? Вы подлецы, негодяи и мерзавцы, они говорят, окей, мы больше не даем денег, оружия и разведданных. Поскандалили. В принципе, можно, на таком можно ручку сломать, не вопрос. Как вам кажется, вот сейчас появляются вот эти публикации, что вот Зеленскому не рекомендуют, мол, ехать в Вашингтон, потому что, ну, овальный кабинет 2 устроит это шоу. Да и, собственно, этот Вашингтон с подписанием плана в гостях у Трампа как бы откладывается. Вроде как в Женеве договорились, что ключевые вопросы территориальные, в том числе, будут решаться на встрече Трампа и Зеленского. Какие еще, ну, и каких еще итогов Женевы вам не хватает? Собственно, что ездили? Чего добились? Чего они добились, мы не знаем реально. Мы знаем, что нам сообщает пресса наша и западная. Насколько это соответствует реальности? Ну, где-то, наверное, в корне каком-то соответствует. То есть, встретились, поговорили, какие-то изменения в пункты внесли. Изменится ли документ принципиально? Нет. Это все тот же самый Стамбул, понимаете? Все эти паттерны, все эти согласования, это все март 22 года. Опять же, та же численность вооруженных сил, тот же территориальный вопрос, ничего не меняется вообще и не может измениться, потому что логика противостояния не изменилась. Поэтому танцуй, не танцуй, ты получишь Стамбул в том или ином варианте, назови его Женевой, там как угодно назови, поэтому и Турция, поэтому сегодня Путин с турками разговаривал. Все это вернется в Стамбул. Я так говорил и буду повторять 1000 раз. Путину нужна символическая победа Стамбула. Потому что одним главных послевоенной, одной из главных, если не главным аргументом послевоенной аргументации, которая понадобится и для своих, и для чужих, у него будет, смотрите, все это можно было закончить в 2022 году. Но Украина и Запад выбрали воевать, значит, вся вина на них за продолжение. Вот главная логика. Поэтому ему нужен Стамбул. Вот. И чтобы он согласился на Стамбул снова, ну, украинской стороне придется пойти на значительные уступки, чтобы вообще эта встреча состоялась. Вот. Сейчас будет, ну, наверняка уже идет столкновение блефов. Российская сторона будет говорить, она уже говорит, еще чуть-чуть вы крякнете, мы вас раздаем.
Украинская сторона будет говорить, да у вас у самих там дефолт и экономический кризис, вот мы еще чуть-чуть потянем, и вы развалитесь и не сможете продолжать войну. Вот, уже вам санкции, уже вам то. В принципе, где-то правы в обе стороны. Но до какой степени они правы, не знает никто. Поэтому я сюда написал пост задебателей, когда Вашингтон Пост опубликовал, что Трамп не знает, в чем содержание этих пунктов. Я сказал, успокойтесь, никто не знает, в чем содержание, что они делают. Да, и все это очень милая, забавная, такая симпатичная, как вам сказать, танец вот, нелепостей разных. И это прекрасно в своей нелепости происходящее. Я Ну, читаю эти сообщения, вот как нам сообщают о важнейшем международном событии. Сломали ручку. Едва не поссорились. То есть это что? Это холостяк? Вручили розу. Не вручили розу, правильно. Там, как мы должны к этому относиться? Чем кормят граждан? Как бы, такое. По сути, обсуждать-то особо нечего. Мы же не знаем реального содержания происходящего. Но я точно знаю, что это Стамбул. Стамбул и с какими-то частными поправками. но все-таки есть определенные, ну, определенные моменты, на которые нужно обратить внимание. Это скорость Трампа. Скорость принуждения, скорость разговоров. Есть там, министр армии США, который получает, Рискал. да, получает должность, который приезжает лично. Axios потрясающий материал выдала, кулуарные вот эти все вещи, вот этого презентация этого плана. То есть у меня тогда ввиду этого главный вопрос. Так а почему США? Как это? Им все кричат, да? Россия кричит, Европа кричит, Украина кричит. Don't push the horses, притормози, зеленоглазое такси. А он прет по скорости. Многие А у отмечают, него что это потому, что будут вилы как раз-таки для украинской стороны. Давайте так, понять-то его надежа царь не мудрено. Они Кемскую волость требуют. Воевали, мол, говорят, подавай ее сюда. Так у него два основных аргумента. Первый – это промежуточные выборы в Конгресс, которые скоро начнутся. Ему нужно заходить с очень видимыми результатами туда. Особенно на фоне проигрыша республиканского кандидата в Нью-Йорке на пост мэра. Это крупное идеологическое поражение, и им надо что-то очень серьезное предъявлять. Второе. Наверняка есть какие-то обязательства перед Китаем. О подписке там чего-то как-то, каких-то тарифов, там взаимный обмен по Ближнему Востоку, по Ирану, еще где-нибудь что-нибудь. В-третьих, могу сказать, что привозила злая американская военная делегация. Значит, она была поделена на две части. Первая часть, улыбаясь, показывала карты и планшеты с цифровыми данными. И, в принципе, логика была в чем? Зеленский, уже не знаю, кто ему это подсунул, все, перед этим кормил Штаты примерно такой информацией, что вот посмотрите, согласно нашим реальным разведывательным данным, россияне вот буквально послезавтра начнут отступать. У них так все плохо, и так все вот прямо мрачно, что не сегодня-завтра мы пойдем в контратаку и выгоним их проклятых, как Наполеона, с нашей земли. Вот. Американцы, это первая часть делегации, показывала и доказывала внятно, что это немного не так. С цифрами, планшетами, картами и так далее. Вторая была поинтереснее. Вторая приехала и сказала: ребята, ой, Владимир Александрович, тут прям неудобно получается. Оружие, которое мы вам поставляли в Африке, оружие, которое мы вам поставляли у Хизбаллы, оружие, которое мы поставляли в секторе Газа, и оружие, которое мы поставляли у наркокартелей Южной и Центральной Америки. Как же так? Как так получилось? Все это заставило сильно задуматься и поскромнеть в очередной раз. Невидимо сломать ручку. По поводу оружия жуткий скандал разгорелся с молдаванами, потому что ее сейчас затирают румынами и молдаванами через Молдову. Было переправлено оружие, причем такие достаточно внушительного размера. И есть предположение, но опять-таки это все на уровне догадок, потому что активно затирается эта тема. Значит, на границе Молдовы и Румынии обнаружили фуру, которая как бы в Израиль направлялась. И там 18 ПЗРК
переносных противотанковых ракет, точнее, извините, противотанковых ракет, 8 гранатометов противотанковых, корнеты. Короче, внушительный спектр оружия, которое как бы российское. И вот попав через Молдову, что-то должно было произойти в Европейском Союзе. Ну, что-то такое, какое-то 11 сентября, которое перевернет доску. Но вроде как сейчас это активно подтирают. Вы человек, который разведчик. Ну, как бы в разведке вы служили. Что скажете по поводу версий, ну и данных, которые мы получаем? Совпадение? Не думаю. Казалось бы, при чем здесь украинская сторона, да? На границе в порту Румынском захватывают переправленным из Молдовы партию оружия. Интересно, как оно попало в Молдову? Давайте догадаемся с 3 раз. Для этого надо посчитать страны, с которыми граничит Молдова. Их 2. Румыния и Украина. Значит, Румыния отправляет, тогда из Румынии отправляют почему-то через Молдову. Оно проходит, а потом возвращается обратно в румынский порт. Никто не знает, зачем и почему. Одна версия. А вторая версия, она как-то приехала с Украины. Тогда возникает вопрос, если это коварные россияне, коварным российским оружием хотят устроить в Европе 121 сентября, как они пропустили это через Украину? Как это вообще возможно было? Раз, что же это такая коварная спецоперация? Куда смотрели наши спецслужбы? И особенно пограничники, таможни. Вот эти вопросы нужно задавать, если мы придерживаемся версии, что это коварная Россия направила туда. Опять же, а зачем в порт румынский направлять? Для того, чтобы теракт в Европе устроить, не надо отправлять в румынский порт. Оно из порта уедет из Европы. В Израиль или не в Израиль, не важно. Оно должно было ехать куда-то во Францию, в Германию, там, в центр Европы. А оно зачем-то в румынский порт. В общем, как-то версия не очень клеится. Но сейчас очень опасный момент для любого рода провокаций. Ну, как вам сказать? Вы думаете, это российская провокация? Нет, я думаю, что должно что-то произойти, что все показали опять пальцами на Россию, и, мол, все, никаких переговоров, никаких планов, пошли вон. Не. Там объяснение гораздо проще и, скорее всего, упирается вот в эту вторую часть разговора американской военной делегации с нашим самим. Про то, что куда-то девается оружие. Я понимаю, что всем, наверное, уже тошно, но все-таки есть определенные вещи, которые нужно проговорить, и я вот прям действительно, готовясь к нашему эфиру, я хотел бы с вами продолжение истории обсудить. Все читали эти 28 пунктов плана, их там сейчас 19, но тем не менее, но мы 19 не читаем, мы не знаем, что там в 19, мы только верим кислице, верим там украинской стороне, которые говорят, мы там что-то переделали, но, в общем, до путя никто ничего не знает. Но появляются очень интересные публикации, они, правда, разные, европейского плана мира. И вот, как говорится, для наглядности, собственно, есть вот такая сводная таблица, она уже появилась, значит, можем прям кусочками обсудить, это прям очень интересно. Итак, территории, значит, было контролируемая ВСУ часть Донбасса получит статус нейтральной демилитаризованной территории России, а разграничение в Херсонской, Запорожской по линии фронта. У европейцев Украина отказывается от возвращения утраченных территорий военным путем. Территориальные вопросы будут решаться на текущей линии фронта. По численностью не больше 600 тысяч было, не больше 800 тысяч стало. Ну и по НАТО. Отказ от членства Украины в НАТО закреплен как в Конституции, так и в Уставе Альянса. Это интересный пункт. Ну а вступление европейцев, вступление в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого, как бы нет. Ну и, значит, обязанность России не вторгаться в соседние страны в НАТО, а НАТО не расширяться далее, в первом плане у американцев есть, а у европейцев нет. Ровно так же диалог России и НАТО. Значит, США посредники в первоначальном плане, а у европейцев этого
нет. Почему так? Что это за планы и насколько они верифицированы и компетентно к ним можно относиться? Понимаете, само наличие этих планов, оно м, вызывает у меня геополитическую оторопь. Я покрываюсь геополитической гусиной кожей, когда на все это смотрю. Почему? Если... Но есть такое правило. Ты не можешь выдвигать никаких планов, тем более с давлением на стороны, если ты не можешь реализовать угрозу, стоящую за этим всем. Ну хорошо, Штаты могут это сделать, а Европа? Но может угрожать только Украине. Как она будет угрожать России? Чем? Но если смотреть на разницу, то все сводится к чему? Уменьшить роль США в европейских делах и в регулировании, увеличить роль Европы. Ну и не дать НАТО навязать блокирующие статьи и положения в уставе. То есть принцип европейцев какой? И Россия, и никто бы то ни было не будет диктовать нам условия, которые приводят к изменению там, основополагающих документов, на которых стоит НАТО и Евросоюз. А Штаты при Трампе готовы этим пожертвовать. Там Трамп как бы, да, взять обязательства и прочее, прочее. Ну, то есть, все понятно. Европейцы защищают ту геополитическую конструкцию, которая есть, бенефициарами, которые они являются, которая и создает миропорядок в Европе в настоящий момент. И не хотят ее колебаний. Да, вот консервативная позиция, вот это наша, мы охраняем, как бы и сюда не суйтесь. Чем вы будете обеспечивать? Я все время хочу их спросить. Но они загадочно улыбаются и говорят, все будет хорошо. И продолжим еще, потому что это тоже очень интересно. Значит, в первоначальном плане Россию возвращают в мировую экономику. У европейцев процесс проходить будет поэтапно, не единовременно. Значит, замороженные активы – это тоже очень интересный момент. Там 100 миллиардов инвестируют, 50% под эгидой США все происходит, 50% США, остальные будут в этот российско-американский фонд вложены. А тут Украина получит компенсацию за счет российских активов, которые останутся под арестом до полного возмещения ущерба у европейцев. Ну и такие пикантные достаточно пункты. Значит, выборы. Там 100 дней было первоначально, а у европейцев как можно скорее, но без точных сроков. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это. Ну, первое, деньги делят, понятное дело, потому что с российских активов крутится, их ими не пользуются, Украине не передают, но с них получаются кредиты и проценты. Ну, проценты, вернее. Причем очень неплохие. Украине они тоже передаются, только, мягко говоря, частично. И то там надо уточнять, сколько там передали. 9 миллионов 90, да, с этих 300 миллиардов и так далее. Американцы монет давать не хотят. Они говорят, как это мы сберегаем, мы арестовали, мы пошли на все инвестиционные риски, как бы отпугивание инвесторов. А распоряжаться будет Россия и США? Нет, так не работает. И второе, как можно скорее, они, ну как, это такая конструкция, типа, мы, конечно, за выборы и демократию, но мы же не знаем, какая будет ситуация после войны. Поэтому не хотим брать на себя обязательства на 100 дней, и мы возьмем, как бы, в принципе, хорошо бы когда-нибудь провести как можно скорее. Как можно скорее это может быть 700 лет, как можно скорее может быть 7 дней. Ну, где-то в этом диапазоне должен быть выбор. С европейской точки зрения. Они, понятно, они держат консервативную позицию в отношении защиты базовых основополагающих конструкций Европейского Союза и безопасности Европы. Вот их позиция полностью понятна. Любые пункты плана, которые способны поколебать эти позиции, вызывают у них оторопь. Они говорят, мы как Венеция стоим на сваях, что же вы сваи выбиваете, сейчас весь такой красивый город завалится, а как же туристы? Позиция понятна. Непонятно только одно, как они собираются ее обеспечивать? Чем? Ну, войска не пошлют. Войска пошлют только Войска не после. пошлют, воевать не будут, оружия у них нет. Где в 65% европейского оружия американские детали, Трамп это может заблокировать за 2 секунды одним решением. Денег не дали. Что там еще? 125-й пакет санкций на Россию ввести. Ну, им сказал же министр финансов США, если вы вводите 19-й пакет против своего врага, это не работает, чуваки. Иначе бы не понадобилось 19 пакетов. Ну, как-то вот так, в принципе. Позицию занять можно. Та же самая история в украинском фейсбуке, там, коллективном. Да? Как бы непримиримые у нас есть. Они не примиряются ни с чем и говорят нет. Непримиримые состоят из пресс-офицеров бригад, которые в жизни солдата не видели в подчинении.
но отвечает за моральный дух тетечек из Гамбурга, которые ни в коем случае нельзя сдавать. И там все эти полилоты, которые сидит там, зарабатывают как позитивные блогеры или там негативные блогеры и так далее, которые тоже ни за что не сдаются, потому что, ну как, сдаваться нельзя. За редким исключением людей чести, которые сумели там написать правду. Вот. Это же все люди, которые не участвуют в войне, они далеки от нее очень сильно. От реальной войны, от реальных ее переживаний там и прочего. Поэтому примерно как европейцы. Мы заняли принципиальную позицию. Гордитесь нами, уважайте нас за это, любите нас за это. Мы не какие-нибудь там, которые хотят сдаться и хотят уступок. Мы ого-го какие. Пока вы там все на коленях ползали, мы стояли гордо и прямо. Вы знаете, все бы ничего, но А ты им говоришь, а не хотите в военкомат, сходите оттуда на фронт и там держать эту непримиримую позицию. А они смертельно обижаются. все бы ничего, но вот вы постоянно употребляете ну, в наших разговорах, вообще, в принципе, в публичных выступлениях такую формулировку «центральный сигнал». Сегодня, ну, опять-таки, да, онлайн, межпарламентская, вот эта крымская платформа. И понятно, что все связывают вот это изречение Стефанчука с этим. Ну, мол, ну что, ну Крымская, надо ж... И Зеленский потужно выступил, и все выступили потужно, в общем, очертил красные линии Стефанчук, линии потрясающие, в общем, непримиримая Украина, ничего об Украине без Украины, сами решаем, сколько армии, куда НАТО, что к чему. Но выдал вот такую фразу, что война закончится тогда, когда Украина вернет Крым. Спикер Верховной Рады Стефанчук. И в этот момент Умеров сломал ручку, я так понимаю. Потому что ничего более худшего, чем подкашивающие хоть какие-то результаты, возможно, добытые в Швейцарии, придумать было ничего невозможно. Смотрите, непримиримая позиция – это самая дешевая в мире вещь. Она не требует расчета. Она требует встать в позу мальчиша-кибальчиша, да, и как бы помним, да, мальчишки-бальчиш, он где оказался, который в советском фильме сыграл? Он эмигрировал в США. Вот это примерно та же самость. А Буржуин, по-моему, стал нормальным советским человеком, чуть ли не там передовиком труда и так далее, который мальчиша-плохиша играл и прочее. Так вот, ирония заключается в том, что очень дешево, это очень дешевая политика, непримиримая позиция. Ну, для нас... Моджахед, смотрите, вот когда было урегулирование в Афганистане в советское время, помните, там Женева та же была, там в 1986 году Горбачев, там были так называемые непримиримые. Были те, которые готовы на переговоры, непримиримые. А в чем заключалась непримиримость? Непримиримость – это расчет на те круги были на Западе, которые там наживались с поставок вооружения и материальной помощи маджахедам. Грубо говоря, это четко сложившаяся цепочка выгодополучателей войны. У нас непримиримые – это выгодополучатели войны. Это либо люди, которые жрут с потоком на войне, либо идеологически жируют на потоках на войне. Они что-то значимое из себя представляют. Понимаете, все аргументы, которые они строят, они же ничем не наполнены. И больше всего они боятся вопроса, хорошо, что вы предлагаете вместо, у них нет предложений. Что вместо будет сражаемся до последнего украинца. Как бы, да, и так далее. Ну, как вам, ребята, сказать? Ну, вот, когда на 10 километров фронта защищают от силы 20 украинских бойцов на некоторых направлениях главного удара, вы спросите их, они хотят быть непримиримыми или не хотят быть непримиримыми. Я вам скажу, 75% этой непримиримости стоит на чем? Вот как это работает технически. Непримиримые просыпаются утром в Киеве, в Торонто, там где угодно. Он хочет просыпаться, смотрит на карту Deep State и видит, линия стоит. Раз линия стоит, можно быть непримиримым. Ты ему говоришь одно, сходи в военкомат и побудь непримиримым прямо на этой линии. Он смертельно обижается. Не мое дело быть непримиримым. Потом, однажды, если армия кончится физически, она близка к этому довольно. И он увидит, как на карте Deep State красненькие такие клинышки, стрелочки очень быстро начинают продвигаться в сторону Киева. Я вас уверяю, 85% этих непримиримых побегут выносить ключи от столицы, сверкая пятками. Они моментально согласятся на все условия мира и понесут, как это, ключи на подушке с проклятому агрессору, развернувшись к нему предварительно спиной и наклонившись. Потому что эта непримиримость стоит только на том, что армия не сдается. Легко быть непримиримым, когда воюют за тебя,
Когда фронт там где-то, ну, даже до Днепра не дошел, сколько ему там до Киева еще там и так далее, до Львова, до Винницы. Вот и все. Непримиримость, она хороша. Вот я, когда военный сидит в окопе там на первой линии и говорит, вы знаете, я непримиримый, я лучше умру, чем сдаваться и вообще там хоть как-то уступать. Это я понимаю. Это я уважаю. Проблема в том, что я не знаю ни одного такого военного. Зато я знаю очень много военных, которые квадратными глазами смотрят на десятки тысяч СЗЧшников, которые никак с ними ничего не происходит за СЗЧ. Как бы, да, смотрят на эту бусификацию, понимая, какой контингент налавливают, и сейчас идет в армию. 85% из них разбежится, не дойдя до передовой, а из оставшихся 12% сдастся при первом приближении противника. Это популяризируется, Алексей Николаевич. Да. Наш с вами товарищ Карась записал интереснейший блог с Корчинским и говорит, это же святые бусики. Ты себе тихий домашний алкоголик, никому не нужный, подбухиваешь там себе, а тебе дается миссия стать героем и за страну голову сложить. Да, а я хочу продолжить, да. А третье – это то, что они просто видят, что эти непримиримые не дают им шанса уцелеть военно. Никакого. Своей непримиримостью. Сами же не желая в этом участвовать никак. Поэтому военные, как никто другой, понимают, что непримиримые взяли их в заложники вообще. И удерживают заложников. И хотят, чтобы они там закончились физически. И смотрят на это с некоторым удивлением. Непримиримость хороша, когда она в очереди в ТЦК добровольно. Вот это правильная непримиримость. Я понимаю, человек говорит, я не считаю нужным, чтобы мы двигались хоть по каким-то территориальным вопросам, поэтому я иду в военкомат, призывайте меня, а я сейчас пойду кровью, потом доказывать свою непримиримость. Я не сдамся. Вот этого человека нельзя не уважать. Это вот просто встать и снять шляпу. Это в века уходит человек. А человек сидит с отрицательным, что дипстейт, ничего не подвинулось. О, смешная российская армия, она же вообще, за год она там не продвинулась вообще никуда. Она ж, что там, что вы спешите сдаваться? Она же не движется практически. Мы видим, их там пачками убиваем, этих россиян смешных и так далее. Короче, это только слабаки сдаются, которые там уже обо всем договорились с Путиным. И цитата из Дона Корлеоне. Обязательно за этим следует. Я очень хочу на них посмотреть в окопе. На их непримиримость. Не посмотрите, в том-то и дело. Вот в этом-то загадка этой войны, понимаете. Пока другие держат своими телами фронт, ты можешь быть непримиримым сколько угодно. А пока ты свою непримиримость, как-то даже не очень там в донатах проявляешь, например, часто. Тем же военным. Впрочем. Вообще, конечно, спасибо Илону Маску. Угу. От всей души. Большое человеческое спасибо. Он открыл в аккаунтах в своем Иксе, кто где не просто там, откуда вещает, находится территориально, а кто еще каким сервисом Google Play или App Store закачал себе приложение, какое. Увидели, что Подоляк себе с российского закачал приложение X в феврале 22 года, зарегистрировавшись. А все вот эти патриоты жуткие, о которых вы говорили выше, они все сплошь и рядом. Бог знает где. То в Канадах, то в Европах. И борются на информационном фронте. Да. Многие назвали эту сеть после сегодняшнего демарша Маска не X, а Х. Но Миша, я хочу вступиться за Мишу. Совершенно же очевидно, что Миша – это просто разведчик мужественный. Поэтому он, когда он регистрировался в феврале, это уже было, что надо, регистрация, а не вот это вот ваше все. Ваш Арестович подключен через Ukraine Apple Store. Я посмотрел как раз. Так делают все московские шпионы. Все российские шпионы подключаются через украинский магазин. Все настоящие патриоты через российский, либо канадский. Так это и работает. Да, друзья, значит, еще для иллюстрации вышесказанного вот такая цена непримиримости. Это фото облетело на прошлой неделе. Собственно, это Лычаковское кладбище во Львове. Значит, это кладбище, на нем не хватает мест. Вот уже все. Ничего страшного. Прошло буквально там 4 суток, может 5
суток. И выходит министр обороны Шмыгаль и выдает нам потрясающую новость, что дополнительно 1,5 гектара теперь на Лычаковском кладбище мы выделили. Все, Он нас, выдыхайте. он нас успокоил, можно не волноваться. Все же Все. думали, что хранить негде, а оказывается, все нормально. Сейчас выдадим еще. Делов-то, господи. 1,5 гектара и все. Алексей Николаевич, сегодня такой грустный, конечно, но мини, ну, то, что юбилей круглая все равно дата, 1370 дней. Понятно, что это там не 1000. Ну, очень хочется, чтобы мы не дотянули до каких-то таких дней. Давайте обсудим с вами события на фронте. Тем более, что по фронту сегодня, да, очередные населенные пункты, как заявляет Минобороны Российской Федерации, перешли под их контроль. Украинская карта, вот эта Deep State, которой вы говорили выше, она отстает, и это понятно. Но четко зафиксировано бои уже внутри Константиновки. Ситуацию с Покровском немножко так раздухарил Манько, главный штурмовик, говорит, мы там выбили, потеснили, а ему солдаты с передовой говорят, ребята, никто никого не выбил, не потеснил, это все враки. Давайте пройдемся с вами по фронту. Где наибольшая, на ваш взгляд, угроза и как скоро будет развязан вот этот узел Покровско-Мирноградской, ну и Константиновка, потому что Константиновка это вот очень важно сейчас в плане такого резкого броска на город. Ну, если отсюда начинать, с центра фронта, хотя я привык там либо с севера на юг, либо с юга на север, ну, неважно в данном случае, то ничего не поменяется, не меняется за это время. Ключевым и самым тяжелым направлением, вернее, самым опасным потенциально является Запорожск. А точнее, действия российских войск с северо-восточного фланга Запорожской области, то есть те, что под Покровском наступают на Покровское, перерезая границу Днепропетровской области с заходом в Запорожскую. То есть отрезают Гуляйполе с севера там, да, и приближаются опасно к Запорожью. Это наиболее опасная на сегодня стратегически для Украины ситуация, потому что она создает непосредственную угрозу промышленному центру Запорожья, Запорожскому промышленному району, плюс Днепру, выход короткий к Днепру, 80 километров между Днепром и Запорожьем. И, в принципе, это последний промышленный район, который крупный остался в Украине. Запорожье, Кривой Рог и Днепр. Непосредственно угроза боевых действий на 2/3 этого района – это катастрофа, в том числе для оборонной промышленности, в первую очередь, и вообще для промышленности. Плюс электростанции, плюс там как бы транспортные узлы крупные и так далее, и так далее. Два крупных города и агломерации, гуманитарная катастрофа очередная там, и так далее, крупномасштабная. Что касается Донбасса, то взятие Покровска – это вопрос времени. Никто не скажет, какого, потому что для этого надо знать, какие резервы нагнали туда наша сторона. Но раз он не пал до сих пор, значит, резервы там есть какие-то. Ну, и они по-прежнему удерживают. Второе – это то, что после взятия Покровска, если они пойдут на север, на Доброполье, а там дальше Барвиновка, 60 километров, то это, Барвинково, вернее, это последняя железнодорожная линия, которая снабжает группировку на Донбассе. Вот. И третье, взятие самой Константиновки, как создание оперативного балкона для Дружковка, Константиновка, Славянск, вернее, Славянск-Краматорск, ну, плюс Лиманское лесничество, которое движение туда на Лиман, на Ямполь, это уже непосредственно создание условий для проведения операции по захвату Славянска-Краматорска. Ну, плюс северское направление, там движение вокруг Северска пошло, такое же просачивание. Если они это берут, наступает угроза северскому выступу, который стоит, не двигаясь практически там с 22 года. Ну, вот. Если слопнется северский выступ, то у противника резко высвобождается лишних 1100 войск, 70, 80, 100, в зависимости, какое решение они примут. Это резко утяжелит ситуацию на любом другом участке фронта. То же самое произойдет, когда они возьмут, захлопнут там Миргород-Покровск. Фронт выпрямится, и сразу 2/3 сил освобождается. Вот. Почему клещи, которые они так любят в своей академии Фрунзе, на практике такой выгодный способ боевых действий? В частности, потому, среди прочего, что он в случае успеха высвобождает огромные массы войск, которые немедленно можно перебросить для организации других клещей. Вот поэтому они с этим очень активно и радостно
работают. И конкретно населенные пункты там, ну, можно, захватили такую деревню, там, село, продвинулись туда-то и так далее, там рассуждения, а вот если сейчас, то тут вот, но на самом деле это уже микроменеджмент начинается публицистически с нашей стороны, и я предлагаю оставаться на уровне стратегических перспектив. Наиболее опасно Запорожье, Днепр, сам Краматорск, потеря Краматорска-Славянска, окончательная потеря Донецкой области, плюс Харьков, там восточная часть его, на Изюм, как создание условий для обхода Харькова с юга и дальнейшей его изоляции, но это отдаленная перспектива. Купянская история. Чем заканчивается? Закончилась ли, потому что Путин объявил, что все. Но бои продолжаются, и, видите, наши украинские, имеется в виду, ресурсы, карты такие не рисуют, и, в общем, очень аккуратно с этим направлением. Мы Туда будем... тоже перебрасывали резервы, и они стабилизирующие свои действия оказали. Вопрос, что эти резервы малы, конечны, и стабилизирующий эффект рано или поздно заканчивается. То есть идет борьба за удержание двух населенных пунктов, трех в данном случае ключевых: Покровск, Миргород и Купинск. Но перспективы и там на потерю. По одной простой причине: негде взять резерв. Посмотрите, ценность резервов. Если в абсолютно неблагоприятной для ЗСУ ситуации переброска резервов стабилизирует ситуацию на очень невыгодных для нас направлениях, потому что давление российских сил, ну, в общей сложности Покровская, Добропольская, там Запорожская операция, вот этот фланг с Донбасса, который на Запорожье катит, это 170 тысяч войск. Сколько мы перебросили? Ну, перебросили мы туда 5, 10, 12 тысяч, я не знаю сколько, и это уже позволяет сдерживать противника. Поэтому крупная война – это борьба резервов. Выигрывает тот, кто их оперативно создает, качественно готовит, снабжает и перебрасывает на фронт. И в этом смысле маленькая страна может выиграть у большой, если правильно поставить дело с резервами. Но у нас очень плохо стоит дело с резервами, точнее никак. Именно поэтому это ключевая угроза, когда закончатся последние резервы, там, ну, радостно отбивающие Покровск и Купинск, для того, чтобы вот мы, наверное, на переговоры заехали и сказали: смотрите, они же не взяли еще ни одного города, то будет совсем скверно. Эти маленькие ручейки просачивания начнут в реки сливаться, а их уже удерживать совсем тяжело будет. Очень интересно, что ну, это буквально во время нашего с вами эфира разошлась информация. Жорин, зам командира, это третий армейский корпус, ну там третья штурмовая раньше, да, сейчас третий корпус пишет, что такой скорости продвижения врага я не помню давно. Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт никуда не делся, ситуация там двигается только в худшую сторону. На некоторых участках в отсутствие срочных изменений будет уже критическая ситуация. На самом деле такой скорости продвижения я не помню давно. Вопрос сейчас не в потере некоторых населенных пунктов, а в целом в значительном улучшении оперативного положения врага на целых направлениях. В подтверждении, собственно, сказанного выше, видите, как сейчас публикует это Жорин. Я с вами хочу очень такую опасную, неоднозначную тему обсудить в процессе фронта. Поход на Киев. Сейчас это все чаще звучит. Мол, вот сейчас, если мы там подпишем или не подпишем, ну, вот это обсасывание, да, происходит, то будем встречать русские танки в Киеве. Как вам видится, вот пойдут россияне на Киев, и будет какая-то попытка какого-то броска, и в какой момент на основной протяженности линии фронта с военной точки зрения это возможно? Смотрите, для этого надо, чтобы у них нашлись или высвободились серьезные резервы. Ну, вот тогда мы берем, если в случае взятия Покровска, Миргорода, у них освобождаются оперативно-тактические резервы, там, например, если где-то в еще одном месте, например, там, ну, на Купинске их не высвободишь, потому что взяв Купинск, надо будет идти вниз, отрезая группировку на той стороне оставшейся и так далее. Ну, допустим, они там где-то еще там нашкребут, возьмут там и так далее, то из подготовленных внутри России, то создать где-то 100-тысячную, 150-тысячную группировку на киевском направлении, и это само по себе очень серьезная угроза, которая станет супер, даже если она не перейдет государственную границу, которая станет суперфактором на тех же переговорах. Это возможно. Плюс паника, плюс давление политическое и так далее.
и общественное. И в случае необходимости они могут пойти на Киев как последний аргумент для проламывания украинской позиции на переговорах. Потому что обложенный Киев, ну, это снова, это сильно поскромневшее требование украинской делегации, скорее. Ну, или сильно большое давление Запада. Ну, Трамп будет говорить своим товарищам: смотрите, вам же Киев обложили, и нашим товарищам. Ну, давайте же что-то, в конце концов. Вот. Поэтому, смотрите, Стамбул же начался при осаде Киева 22 года. Стамбул-2 вполне логично может начаться при осаде Киева. Я сейчас скажу фразу, что-то как бы... У меня выбор, я могу сказать, я бы на их месте так и сделал. Но эта фраза обычно страшно расстраивает моих зрителей. Вторая наших зрителей, я бы сказал, это разумное рациональное действие. Но она их тоже расстраивает, потому что некоторые из них открывают для себя страшные вещи. Оказывается, россияне, российское командование, политическое руководство могут делать разумные вещи. А так говорить — это тоже предательство украинского народа. Поэтому мы скажем так, что возможно это случится. Потому что на их месте я бы так и сделал, и это очень рациональное действие. Поэтому, да, наступление второе на Киев вполне возможно. Более того, в каких-то условиях оно остается последней и важной опцией. Необходимой, вернее, и важной опцией. Поэтому, да, может быть и второе наступление на Киев. Где-нибудь в феврале. Туда-сюда опять. Плюс-минус. А, Особенно, смотрите, особенно если правдивы сведения, которыми оперирует Запад, о том, что в России очень серьезные экономические проблемы, преддефолтное состояние реально. На Западе считают так. Я сейчас не буду говорить, так это или нет, они так искренне считают. То, понимая это, допустим, что после апреля Путин войну там не может продолжать, мая, экономики не хватит, тем более нужен последний результирующий удар, который станет суперфактором. Это Киев. Опять же, а чем Киев защищать? У нас же все, последние резервы храбро отвоевывают Покровский и Купинск. Ну, то есть на оборону Киева сейчас это очень большой вопрос. Многие задают вопрос, и это, кстати, важный вопрос. Вы его зацепили в том плане, ну, с другой стороны, подсветили в плане вот этого геройства, как люди, которые далеки от фронта, требуют вот какого-то геройства и так далее. Но тут же очень важный аспект. Сегодня меня, если честно, это как бы аж покоробило. Да? Выходит в очередной там телемарафон, очередной комбат. Значит, выходит и говорит: значит, ребята, вот это вот ваше все, вот эти ваши разговоры о мире отставить. Это тот же третий корпус. Горженко говорит, что все новости об окончании войны негативно влияют на ВСУ. Военные просто могут взять и перестать выполнять боевые задания. Поэтому молчать про мир, никакого мира. Слушайте, какая удобная позиция, Алексей Николаевич. Очень удобная позиция. Хотелось бы услышать мнение уважаемого третьего корпуса о коррупционном скандале, например. Как он влияет на обороноспособность страны и настроение военных. Но здесь мы не дождемся. Потому что мы бригадного генерала получили, корпус формировали. Ну, как-то неудобно. Вот, раз. Что касается этого, у этого есть еще одна сторона. Смотрите, у нас есть отдельное подразделение, соединение, которое обладает высоким боевым духом. За всеми этими разговорами, что Жорина, что вот этого уважаемого комбата, которого я не имею чести знать, стоит одно. Если провалятся фланги, ну, деморализованные военные, или там противник воспользуется, третий корпус окажется в окружении, возможно. Что такое плен? Или как будут обращаться с третьим корпусом в окружении, они знают по Мариуполю. И, в принципе, им хватает богатого воображения для того, чтобы понять, чем это может закончиться. И у них все чаще начинают проскальзывать эти нотки. Если мы фронт не удержим, ни тебе теплых мест в Верховной Раде после войны, ни героических плакатов, ни тебе там чего там еще, политической карьеры спасителей нации, ни дележки денег, там, ни всего этого, что непосредственно сопровождает хорошую политическую или общественную карьеру, а скромная могилка где-нибудь под зимним кустом. Северного российского города. Да, у третьей штурмовой есть уже такой опыт, когда их завели на деблокаду в Бахмут на выходе. Они попали в такую раздачу, что там было на грани. Даже в соцсети выплеснулось, хотя тогда была совсем не та обстановка.
Потому что они понимали, что они вполне могут влететь в окружение, и это последнее, чего бы они хотели. Российский плен там, да, или российское окружение. А они понимают, как никто другой, что как бы они мужественно не сражались, ну, соседи справа, слева могут подвести, там командование не справится. И все. Поэтому, когда вот рисуют, смотрите, там выходит лучший политтехнолог всех времен народов, который организовывал победу на выборах Наполеона, Рузвельта и Сталина, Ярослав Грицак, и говорит, украинский народ может поверить только трем: Буданов, Залужный и Белецкий. Деликатные старички, конечно, не такие умные, как Грицак, но примерно его возраста, делают так и говорят, так ведь это дожить надо еще. А если фронт так будет развиваться, то положение на фронте, то вопрос выживания всех этих будущих политических фигур, физическое выживание, это тоже, знаете, большой знак вопроса. Поэтому отдельных замкомандиров корпусов или комбатов это наводит на философские мысли. Выступают в прессе, либо в социальных сетях и публикуют свои рассуждения о том, как сложен этот мир, как все неоднозначно. И я их понимаю. Я их очень хорошо понимаю. Вот у кого нет сантиментов в Российской Федерации, кому нет сантиментов, так это к ним. А очень длинный и специфический счет есть. И как-то, если это все будет падать, они же понимают, кем будут затыкаться наиболее тяжелые направления. С нашей стороны. Это повод для военного переворота? И они не могут ничего перевернуть. Даже третий корпус? Даже третий корпус не может перевернуть. Белецкого всегда отличало то, что его окружение, ну его особенно то, что он абсолютно реалист. Это очень сильная сторона его, потому что у него много сильных сторон, но как бы при таком таланте и харизме можно было немножко поехать крышей и начать завираться. Но у него фантастическое чутье, и он предохранитель внутренний, и он всегда очень четко оценивал свою реальную ситуацию. Поэтому нет оценок с его стороны истории с НАБУ. Поэтому они не занимают политическую позицию по этой войне. Ничего не говорят о руководстве, в отличие, например, от того самого Кратевича, который занял позицию политическую, там в суд подал, ушел, уволился из армии и так далее, и так далее. Вот. Но они же и как трезвые люди понимают, что если так война будет дальше развиваться, то может ничего не остаться от третьего корпуса физически. Потому что они реально боеспособны, затыкать будут ими наиболее тяжелые направления. Они же понимают, что если они сейчас дернутся на военный переворот, гасить их будут все оставшиеся силовики с огромным удовольствием. Одни по зависти, другие из страха, третьи выполняя приказ под громкое одобрение Запада, половины Украины и России, и всей России, что создает неблагоприятную ситуацию для любых выступлений такого рода. Ну, короче, Белецкий не Пригожин. Он очень умный, он гораздо умнее Пригожина. Ну, Он тут... понимает, что он может, чего он не может. А опасения у них совершенно реальные. Уж больно Азовское движение получило горькую прививку в Мариуполе. И все эти события после Мариуполя в плену, там, Оленовка и так далее. То, что с ними делают в плену. И когда третья едва не улетела в окружение в Бахмуте на деблокаде. Бахмут или в Авдеевке, по-моему. Я сейчас уже не по-моему, в Авдеевке все-таки. Где-то там, или где-то, короче, там. Сейчас уже трудно упомнить. Это было там 1,5 года назад. Значит, прилетает инсайт. Мы в прямом эфире. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. QR-код, который возле Алексея Николаевича, это его школа мышления и коммуникации. Пожалуйста, ну, в общем, загляните, поинтересуйтесь модулями, семинарами. Это всегда очень важно. Мы в прямом эфире, поэтому так вот с кондачка. Инсайт пришел, представляете? Вторую ручку слабарь. Не-не-не, нардеп Гончаренко делится. Инсайдище, просто серьезно, инсайдище. Значит, Зеленскому предлагали уже на этой неделе прилететь к Трампу на переговорах.
Мгм. Значит, после переговоров делегация предложила, пускай Зеленский берет и летит. То есть все, мы договорились. Вы же помните, ну, вчера, кто следил за этим всем действом, там выходит Рубио, говорит, у нас отличный успех, успешный успех. Выходит потом еще более успешный успех. Значит, а Зеленский отказался, сославшись на то, что нужно более детально проработать план, и предложил прилететь на следующей неделе. Ну, не на этой, а на следующей. Поэтому, скорее всего, пока что, да, по инсайдам, что он будет на следующей неделе лететь. А что эта неделя Э, решает? Эта идея решает, первое, он что-то хочет сделать внутри Украины, 100% вам даю. Какой-нибудь там разоблачить шпионский скандал в САП, в НАБУ очередной и так далее. Ему нужны аргументы. Второе, он хочет, скорее всего, заручиться поддержкой европейцев, сформированных британцев, и повторить трюк с овальным кабинетом в той или иной степени. И есть еще один факт. Вот я, конечно, не Гончаренко, но тоже где-то Алексей, поэтому могу вам дать свой инсайт. Мне приснилось недавно, что Трамп Зеленскому не предложит мирный план. Он предложит ему план быстрейшего ухода Зеленского от власти. Как последний аргумент. А, конечно, это не очень удобно слушать. Ты еще в овальном кабинете или в его кулуарах. Ты прилетаешь весь такой поскандалить, и тебе говорят, показывают там много чего интересного. И говорят, смотри, ну, наверное, надо уходить, иначе уважаемые любители этого интересного узнают это в течение 2-3 недель. И тогда тебя снимет не третий корпус, а бабушки, живущие на Печерске. Ну, вот, или собственная Верховная Рада, или собственный военный кабинет, когда все это прочитают. И это же неприятно выслушивать, согласитесь. Ну, вот он не спешит, бедный, туда, наверное, все это слушать, потому что чисто по-человечески его можно понять. Ты прилетаешь защищать Украину, грудь колесом, опять, значит, поспорим. Наверняка король Чарльз тебе где-нибудь там это позвонит и подбодрит в очередной раз. А тут тебе показывают, что вот, ну, как бы вот такой набор аргументов, что вроде и возражать-то неудобно, понимаете, да? И скандал уже не клеится, не растет кокос, а хочется собрать чемодан и уходить. Вот. И я бы не спешил на его месте, конечно, тоже. Это тоже рациональный шаг. Недельку оттянул, вторую недельку оттянул. Там, глядишь, что-то переменится туда-сюда, забудется. Тут, опять-таки, другие инсайдеры с другого фланга порошенковского, ну, это не мудрено, конечно, разгоняют другой инсайд, что 10 слуг хотят переметнуться, сколотить какую-то там чего-то новенькое, всех подбить в Верховной Раде. То есть вот эта встреча с Зеленским, где он говорил о том, что ребята, и потом в обращении в этом эпохальном, где он как этот Джон Сноу, там уже в интернете параллели, что зима близко, вот это все, он такой Джон Сноу, даже без угла пишет, что как бы он, конечно, парень хороший, храбрый, позитивный, но ни черта не понимал в военной тактике, в военном деле, поэтому герой как хороший. Но аллюзия вот этой зеленой тряпки, на которой завели... Скажем больше, чем меньше люди понимают в тактике и военном деле, тем больше они герои, да, обычно. Вот, и как бы что, даже в этом обращении он говорит «остановите срач», так и говорит. Хотя вроде такое проникновенное попытались написать ему обращение, говорит «срач остановите». И спикером, внимание, ну это по этим всяким домыслам, да, может стать Арахамия спикером, а это означает, что вполне себе претендентом на ВО, исполняющего обязанности президента. Как вы рассматриваете этот сценарий? Это вообще возможно или просто утка для того, чтобы озлобить против Арахамии, ну, офисников? Смотрите, ну, во-первых, это порошенковские могут ссорить как бы остатки слуги народа. Раз вариант. Второй вариант. Они говорят чистую правду. Как бы логично. Не знаю, Арахами или будет ли нам 10 кто-то откалываться и так далее. Суть не в этом. Суть в том, что у парламента чем дальше, тем меньше остается вариантов, кроме как на парламентский переворот в хорошем смысле этого слова и бунт против офиса и Зеленского. Почему? Потому что за ними легитимность. У нас парламентская президентская республика. Они могут действовать согласно процедуре, а не как Зеленский.
вмешиваясь в процедуру, нарушая ее постоянно. Уже с таким превышением полномочий, что говорить нечего. И парламент – это единственная структура, в отличие от военного переворота, Майдана, комитета Майдана какого-то очередного и так далее, который 100% поддержит мировое сообщество. Основные союзники, партнеры, и даже для Москвы это переговорная позиция. Парламентская республика. Это квинтэссенция демократии, про которую все так говорят от Владивостока до Урала. Поэтому это очень логичная ситуация. И более того, я вам скажу, чем больше будет подозрений Дамбу и разголоски этих самых, тем более у парламента будет соблазн на парламентский переворот. Репетицию мы уже видели. Блокаду трибуны, требования сменить правительство, отменить офис и так далее. И так далее. Зеленский с Ермаком собрались, переформатировались, отбились. Но это же не значит, что это последний приступ. Будет еще. Ключевым фактором является публикация дальнейших материалов. Подозрение Умерова с воровством на оборонке. И в конце концов, как вишенка на торте, пленочки, где у нас Али-Баба и малыш собственноручно. А эти пленочки есть, и они записаны. Вот у нас выходит Такер, наш отец родной, и говорит: посмотрите, что делает этот ваш Нью-Йорк Таймс или кто. Wall Street Journal, да. Да, Wall Street Journal. У них есть вся информация, что Ермак страшный коррупционер, все записано, все ходы, а там и Зеленский. А они не дают ходу. Они разжигают войну таким образом. Они действуют как разведывательная структура, а не как СМИ. И как честный журналист, он глубоко возмущен. Есть эта информация не только у Wall Street Journal, я бы сказал. Она есть у всех, кому не лень. Вопрос в скоростях ее публикации. Пока Зеленский управляемый этим скандалом, нет нужды в публикации нового скандала. Как только он станет неуправляем, появятся новые материалы. Процесс снятия, отстранения или ослабления до потери способности реально влиять на ситуацию. Если один раз начали, его уже не остановить. Это не делается в течение 1,5 лет. Такие вещи делаются на раз. На политический раз в короткие сроки. Поэтому, логика понятна. Это, кстати, очень... Я думаю, что почему удалось Ермаку и Зеленскому стабилизировать ситуацию в парламенте, не допустить переворота, демарша Безугла, Рахами, на кого там они косят еще. Потому что они получили поддержку Запада. Из Европы и Штатов. Вы как получили? Они сказали: мы выполним все, что вы скажете. И на время взяли передышку. А теперь надо ехать отвечать за это все в овальный кабинет. И сразу начинается: давайте недельку потянем, может 2. Что ж говорить. Объективные трудности, вы же сами понимаете, как это все сложно. Вчера во время вечернего обращения Зеленский говорит, что Мне сразу армейское прошлое. Во время вечерней проверки думаю: да что ж там случилось? Значит, говорит о том, что, мол, беда на самом деле. Голосами российскими, эти российской пропаганды заговорили некоторые в Украине. Он говорит: я надеюсь, что меня услышат эти люди. И дальше выдает сентенцию, которая, если честно, меня так тоже заставляет задуматься. Говорит: если у тебя есть украинский паспорт гражданина Украины, то ты должен нести ответственность за Украину. Алексей Николаевич, у вас украинский паспорт? Сразу вызывает подозрение, что у Зеленского и Ермака давно нет украинского паспорта, понимаете? И всех фигурантов этого скандала. Кстати, может, так оно и есть. Может, им уже стало стыдно, они наложили на себя санкции и лишили себя украинского гражданства. Мы просто не знаем. Тогда да. Но я могу сказать. На Западе вышло несколько книг. Я уже не говорю про отдельные публикации. Например, есть в Германии такая книга, где одному подлому этому вашему Арестовичу посвящены 1,5, 2, 3 страницы. И его роли в информационном противоборстве, которые какими-то наверняка малокомпетентными и купленными Москвой людьми, например, немецкими ведущими экспертами, считаются определяющей или выдающейся в начале войны, не имевшей прецедента в истории. Так мне цитировали. Я сам не читал. Мне немцы рассказывали. Так вот, одна из моих воинских специальностей, многочисленных, называется офицер информационного противоборства. Я вам сейчас открою самую страшную тайну ИПСО, потому что слишком много публикаций появилось про то, что московское ИПСО, у КГБ была инструкция, как разрушить государство.
Ля-ля-ля, ну когда это трындят пресс-офицеры бригады, смешные всякие позитивные блогеры, это еще куда не шло. Но когда уже президент это начал говорить, ну уже приходится объяснять народу. Давайте я вам открою самую страшную тайну ИПСО. Вы никогда не услышите ее нигде. Только у нас в передаче. Только эксклюзив, только хардкор, без регистрации СМС. Самая страшная тайна ИПСО. ИПСО бессильно, если власти предпринимают правильные действия. ИПСО абсолютно, если главным вредителем являются власти страны. Поэтому не нужно никакого ИПСО. Все российское ИПСО со всеми их страшными рецептами КГБ, все американское ИПСО всех времен народов, если власти действуют правильно, бессильно. И ИПСО абсолютно, если власти занимаются херней. Тогда можно камешек положить, и это обрушит спинку верблюда. Поэтому не надо никакого российского ИПСО. Надо просто не творить херни. Вот и все. Так у нас замешано все на херне, Алексей Николаевич. Это да. Вот смотрите, мы с вами... Я вообще на самом деле... Ну, у зрителей по-разному. Да? Кто-то там любит, когда мы... Ну, например, есть ценители геополитики в наших понедельничных встречах. Есть те, которые фронт оценивают, там, ситуацию, как чего. Кто... Мне нравится, когда мы обсуждаем ситуацию внутри армии. Или там, ну, все-таки у нас воюющая страна, а армия народная, бусифицированная, загнанная в бус и худо-бедно прошедшая учебку и пытающаяся выжить. Я не... Вот смотрите, лично я не тешу себя иллюзиями, что там какие-то такие командос, вот эти все, вот это все, вот этим черным себе, как Рэмбо, там эту маскировку нанесли. Смотрите, у меня есть два момента, которые я хочу, чтобы вы прокомментировали. Это об отношении к украинской армии. Значит, момент первый. Был такой руководитель в свое время Луганской области, Сергей Гайдай. Это кум Ермака, с которым они хорошенько распилили Луганскую область в самом начале войны путем эвакуации там, ну, чего-то, кого-то, чьего-то. А потом он его отправил туда, в Мукачево, на Закарпатье, там, мол, давай, там тоже приграничье, тоже там можно чем поживиться. Хорошо поживился. В общем, ему впаяли за оборонку, взяли в августе месяце его под стражу на 60 суток. Правда, о чудо, как и фигуранты дела Минтича, на следующий же день он вышел на свободу за 10 миллионов гривен. И сегодня он пишет: «Я присоединяюсь к воинам ВСУ». Клейма негде ставить. Уголовное дело, мы понимаем, не погашено. Ну или понимаем, догадываемся, что вот так погашено. И нам получается определенный, ну скажем так, понятно, что не будет служить в окопе посадку брать. Понятно, что... Но красиво же, да? Вот смою кровью свои грехи. Это ВСУ. И вот это, Алексей Николаевич, тоже ВСУ. Значит, Голодомор, прости господи, ну вот этот День памяти. Майдан независимости. ВСУшник делает военный предложение певцу Меловину. Причем это все приурочено с большим букетом роз, с новыми вот этими всеми там кольца, все, солдат в форме. Меловин сам служил в погранцах, но говорит: а не, я не смог, моя менталка подвела, поэтому я не буду. И, собственно, все понимают, там книгу пиарит, свой концерт в Сериаплазе, а люди смотрят, и только некоторые понимают: елки-палки. Два вывода. Вывод первый: кого из нашей армии лепят? Вывод второй: классно же, как перебили. Теперь все вот это про Меловина, про Майдан, про однополую любовь, ну вот собачатся по соцсетям. А Миндич все дальше, дальше и дальше. Меня про армию, конечно, больше интересует. Люди же сами позволяют собой так управлять и с собой так обращаться, правильно? Их же никто не заставляет менять новости о Гайдае на новости об этом певце или как. Вот. Я надеюсь, что логично, Гайдай, как губернатор области, хорошо знающий театр боевых действий, должен защищать оставшиеся 0,03% Луганской области. Но я думаю, что он, скорее всего, будет на ответственном посту вернее, защищать Закарпатье.
в рядах ВСУ от венгерской опасности, ну и от прорыва московских танковых клиньев российских там на Закарпатье. Что касается этого певца, там, этой симпатичной молодой пары, ну, я не думаю, что это прям перебили. Возможно, перебили, конечно, но вполне мог сам признаться и попросить. Говорят, там спор разгорелся в сети, говорят, что он боевой медик, который там действительно не фуфловый и как бы на фронте и спас сотни жизней и так далее. Счастья им, здоровья, как бы. Я не люблю ЛГБТ-пропаганду как таковую, вот, ну, вот когда это как агрессивная норма навязывается. Агрессивно навязывается как норма. И когда все вот эти вот там, парады. Вот. Но если люди, двое взрослых людей самостоятельных, в здравом уме, там, да, решили, что их счастье состоит в этом, ну, как мы можем против этого возражать? Ну, счастья им, здоровья, удачи всяческой и так далее. Просто как бы оставим их свободу воли и вытекающие из нее последствия. Ну, вот. Поэтому, ну, перебили, ну, может быть, перебили, честно, не знаю, и так далее. Что касается Гайдая, огромное количество людей ушло в ЗСУ для того, чтобы там и так далее. Вот я был, а ты был. Если взять медийных персонажей и посмотреть, кто где как служил, то очень много интересного всплывает. Ну, вот Владимир Бойко есть такой журналист. Он меня не любит, зато я его очень сильно люблю. Потому что он неустанно на этом самом публикует подробности службы всех этих героических воинов ЗСУ. В частности, я зачитывался описанием боевого пути бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Я всем рекомендую этот опус. Шабунина он не оставляет. Ну, там Стерненко, ну и всех остальных. Это великий человек. Вот. И я думаю, что если ему, например, после войны поручить какую-нибудь, возглавить ТЦК какой-нибудь, точнее, ТСК, Временную следственную комиссию, он со свойственным юмором и за дотошностью очень много может открыть, кто как служил, где служил, куда служил и так далее. Вот. Поэтому я не знаю, какой голос у меня будет после военной Украины, но я буду всячески его лоббировать на то, чтобы он стал главой какой-нибудь временной следственной комиссии. Одной из. Вот, как-то так вот. ВСУ, понимаете, ВСУ очень разное. Я вам скажу страшную вещь. Я ведь тоже ВСУ. И не кто-нибудь, а полковник. Просто каждый выполняет свои задачи на своем направлении. Я вот в телевизоре с вами. Под санкциями. Под санкции. Смотрите, мне запрещено передвигаться по территории Украины. Вам А я запрещено... санкциями, да. Я не могу даже передвигаться по территории Украины. И мне зарплату, и у меня все блокировано. Я не могу финансовых операций совершать. Вот я подумал, вот я сейчас добровольцем иду на фронт. Мне зарплату платить нельзя. Передвигаться по территории Украины нельзя. Как бы, как осуществить эту непростую операцию? Приходится сражаться там, где я вот сражаюсь. Представляете? По миру. Молниеносные. Я веду блицкриг свой маленький. Я молниеносные удары наношу из разных стран и континентов. Иногда по 3 континента в неделю меняю. Континента, не страны. Кто еще так может, скажите, пожалуйста? Прошу в будущей автобиографической книге называть этот соответствующий период моей жизни, ну, например, Алекс Молниеносный. Или для иностранных читателей Бобби Молния. Ну, в общем, или человек, который был блицкригом. Например. Ну, вот как-то вот так. Пишите про меня так. Я, конечно, не Шабунин, но... Ну да, межконтинентальный Арестович. Да, межконтинентальный Арестович. Да, Ну, вот как-то так, да, и так далее. ну, Поэтому подождите, ну вам не тошно. Слушайте, зачье какой-нибудь проворовавшийся отбеляют шевроном ВСУ. Вместо этого, чтобы их как-то в день Голодомора... Саша, я простите, извините, договорите, да, я потом скажу. Ну, смотрите, в день памяти, например, там же сквер памяти рядышком, вот это, к которому ходят все, вот флажки вставляют, превратили же в капище, ну, сам Майдан. Там вручают, надо же, кого же выбрать? Нужен кто-то известный. Да, Меловин, певец, нормально, пойдет. Но надо какого-нибудь там в военной форме. О, отлично. И 2 мальчика, и пускай целуются, и букеты роз, и вот это все. Понимаете? Я вам скажу... А санкции против вас, Алексей Николаевич, ввели, и против меня тоже, состав РНБО, который сплошь и рядом все на пленках Минтича. Вам не тошно?
Да, и причем против меня и вас ввели на 10 лет, а против Биддича на 30. И ему близко там не запрещали медиаконтент распространять, там что-то еще и так далее. А нам запретили вообще все. Но я вам скажу, после того, как командующим СБС поставили пилителя китайского полуторамиллиардного кредита, хорошо делящего Мадьяра, а на командующего штурмовых войск никак не может забраться Банько, я скажу, люди нетрадиционной ориентации в военной форме – это последнее, чем можно стыдиться ВСУ на фоне вот этих двух командующих. Вот, поэтому как бы там уже больше нечего стыдиться после них. Можете совершенно... Вот уже можно не переживать. Даже если сейчас все ВСУ сделает предложение один второму, как бы нам поделится пополам, станет на колено и протянет кольца, по сравнению с этими двумя историческими значениями волноваться уже не о чем совершенно. Уже ничего не способно так как бы подорвать реноме ВСУ, простите. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они такие. Если сейчас закончится я, и вот такие, собственно, результаты. 8% вернусь в Украину, 23% на месте погорюю по погибшим и итогам войны, 30% уеду из Украины и 39% на месте останусь, буду радоваться, что война закончилась. Вот такие итоги. Что скажете? Сколько, простите, я пропустил? Мне тут зритель написал поправку, да, я отвлекся секунду, простите. Извините, 8, Саша. 8 Да. вернется, 23 будет на месте горевать, страдать по окончанию, по итогам войны, 30 уедет из Украины и будут на месте оставаться, но радоваться окончанию войны 39. Ну, вопрос, на каком месте будут оставаться эти 39. Если где-нибудь на Нью-Йоркщине, то, в принципе, можно остаться, горевать, радоваться, делать, что хочешь. Как бы, да, это невеликая проблема. Вот. А на Майамщине так и того теплее, лучше там теплее, просто элементарно. Вот. Так что, ну, на Мальте, на Крите неплохо говорят. На Кипре тоже. Где там еще? Ну, даже в Германии весьма неплохо, несмотря на выпадающий иногда снег. Ну или в Украине тоже людям В Украине, оставаться. ну, в Украине тоже, наверное, часть останется, 30 выйдет. В принципе, это хорошая цифра, когда 30% людей хочет даже в таком импровизированном опросе. Говорят, вы знаете, я линяю отсюда, мама дорогая, со всей возможной скоростью. Это показатель. Это показатель, что вражеское ИПСО испоганило светлые, чистые, беспримерно идеалистические, кристально совестливые действия всех фигурантов военного кабинета РДБО и пленок Миндич. Взяли и опозорили их, а они ведь просто, как сказал Наталья Мосичук, это просто лоббирование. Он ведь лоббист. Лоббист. Лоббиста нашего опозорили. Лоббисты, да, друзья, Мгм. переходим к вашим вопросам. По QR-коду сейчас вопросы, тут люди набросали, потом клуб зрителей, сообщество, и будем с чатами общаться больше. Всем большое спасибо, что пишете, все вопросы, понятно, не попадут, очень много реакций, комментарий. Пишите, друзья, мы читаем, и ну, мы благодарны, что вы неравнодушны. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, смотрите вы или Смотрите, на... у нас, вот, простите, Саша, перекличка, ты читаю комментарии, а там Винница перекликается, Житомир. Украинцы самым возмутительным образом смотрят двух этих сепаров, Арестовича и Шелеста. Что происходит? Это, наверное, те, которые остаются и горюют, или остаются и радуются. В общем, не уезжают, судя по всему. Да, я тоже вижу, у вас тут, вам уже придумали, Алексей Блицкриг Арестович. Значит, обратим внимание на чаты. Друзья, режим Блиц, поехали, вопросы. Блицкриг режим, Саша. Да, Блицкриг. Блиц только не Криг, а Крик. Да. Блицкриг. Блицкриг. Значит, поехали. Алексей, вы серьезно считаете, что за балтийских тигров кто-то будет воевать? Это поэтому НАТО войска сокращает на востоке ЕС. Судя по 5 статье, таки можно рассчитывать только на серьезную озабоченность. Я не знаю, где оно сокращает. По информации, которая была в открытых источниках, они сокращают темпы переброски на восточную границу с 45 до 3 суток. Это беспрецедентно в 15 раз. Они будут воевать не потому, что им балтийские тигры дороги как память, а потому что они не могут позволить себе, чтобы НАТО развалилось. Оно развалится, если не вступиться за члена, на которого напали. Поэтому увы и ах будут воевать.
Вы искренне переживаете за государство или за физическую сохранность народа? Какая разница простому человеку, под каким флагом жить? Весь соцблок и численно, и промышленно прирос под, в кавычках, оккупацией. Ну, цифры неизвестные, правда. Можем сказать, по населению приросло только Азербайджан и Казахстан, по-моему. Из постсоветских государств. Россия более-менее держит. Но это, скорее всего, за счет мигрантов. Там, как они считают, не знаю. Украина самая потерявшая в населении, что ли. Много раз говорит не о государстве, не о народе, а о проекте, о системе, которая здесь работает. Я за государство, я за народ, я против этого проекта. Просто очень многие люди в государстве и в народе решили выдать, что раз Арестович против проекта, который сжирает государство, и оборовывает и убивает народ, то он против народа и государства. Это не так. Мгм. Так как вы не экономист, на что опираетесь, когда транслируете состояние европейской экономики? Это же чистая фиолетовая надежда, ничем не обоснованная. Я стесняюсь спросить, когда я последний раз транслировал состояние европейской экономики? Ну, мы с вами ну, состояние экономики не транслировали в том плане, что там Я выделяют знаю просто суммы, деньги. суммы, Да. которые выделяются, я знаю, потому что это сфера нацбезопасности и международной безопасности. Тут я немножко понимаю, имею еще соответствующий круг контактов, экспертизы, могу знать. А по экономике я никогда не брался судить, на то экономистов хватает. Простите. Почему украинские националисты настолько тупые люди? В принципе, можно закончить на этот Ну вопрос. как, вам скажу, что они такие же не тупые, и правые, и левые не очень тупые. Вот у них бывают тупые выступления с тупыми лозунгами, да, и тупые действия. Ну, прям дураков таких откровенных я среди них не встречал. Особенно правые. Они, как практики, более-менее гибкие. Но левые, да, это фанатичные комсомольцы такие, да. Приятно то, что одни националисты очень сильно не любят других националистов. Поэтому Так они вот все же справ... Помните, националисты в принципе никого не любят, поэтому у них всегда кто-то неправильный. помните, сегодня разошелся Кулеба такой, это, сосущий сигару и говорит, нет, не повторятся события на человека. Так их же в начале века и разбили, потому что они между собой поскублись, вот эти националисты все. Смотрите, Ну, так у них там, ну, они у нас-то друг друга и взрывали перед войной, и там и во время войны, и так далее. Помните майора Азова побитого, третий штурмовой, там военнослужащими какими-то там и так далее. Тут как бы там же по принципу этого Дункана Маклауда в живых остаться должен только один. У них все плохие, так, значит, кроме них. Да. продолжим. Интересный для вас вопрос, пишет пользователь. Будет ли Украина принимать тех, кто сбежал в СЗЧ, в частности, за границу? Или они будут оформлять криминальные дела? Спасибо за ответ. Да не будет амнистия, ну куда столько народа сажать? Опять же, что такое создать из дезертиров сообщество с выраженными целями, объединенными, как бы, да, одной целью – избежать криминальной ответственности, несколько десятков тысяч человек. Даже для большого ума мужчин из нашего овального военного кабинета это был бы перебор. И даже для героев пленок Миндича это был бы перебор. Ну, сегодня разошлось видео, как одна из, я так понимаю, сестер или жен, в общем, из США депортировали. И она рассказывает, что Вот привозят, этих, там, да, ну, привозят. 80, да. И, Сколько их там, 80 человек? да, Всего. и бравые ТЦКшники уже сразу встречают, говорят, пройдемте, резерв плюс установим вам. Ну, это те, кто системно там нарушал американское законодательство о въезде, скорее всего, и так далее. Обычного человека невозможно депортировать. Любой американский суд его защитит. В статусе беженца в стране, в которой идет война, никогда суд не допустит. Так у них же там не статус беженца, у них какая-то другая история. Ну, за временная защита, но, как и везде, такая не выдадут они. Это кто-то, кто наврал, скорее всего, там, да, или попал сильно под горячую руку, там, таких меньше. Так, значит, не знаю, в чем подтекст этого вопроса, но человек задал, говорит, когда вы будете выделять деньги на борьбу с подстрекателями Украины, у вас ведется, как у политика, работа в этом направлении, а то вы часто упоминаете пословицу «ей не следуйте». Какую пословицу, я не понял. Подстрекатели Украины куда? Украину подстрекают на 360 градусов. Вы можете выделить сектор, и я тогда вам отвечу, буду ли я туда подстрекать или нет.
Ну, я так понял, выделение денег против подстрекателей. То есть подстрекателей надо Подстрекатели ловить. чего? Одни подстрекают воевать, другие не воевать. Подстрекатели чего? Пусть уточнит человек. Так, друзья, значит, поехали, закрытый клуб. Тут тоже пролично комментариев. Вопрос для Алексея от Виктора. Расскажите, пожалуйста, о феномене Кирилла Буданова в украинской власти. Еще до войны в 3-4 года получил звание генерала, элитную спецслужбу возглавил и уже длительное время, непонятно на каком основании, включается во все опросы как потенциальный кандидат. Откуда истоки такого карьерного взлета и почему человека без партии, без публичной общественной деятельности, без заявления о своих амбициях в 39 лет рассматривают как кандидата в президенты? Разве он не дублирует фигуру Залужного в таком качестве? Ну, для того и рассматривается кандидатом в президенты, чтобы дублировать фигуру Залужного, оттягивать часть голосов и так далее. Феномен его очень простой. У него есть друг Александр Гагилашвили. Российский гражданин, до сих пор имеющий российский паспорт, поскольку я понимаю, сейчас он в статусе советника или даже страшного полковника ГУР. А у этого Александра Гагилашвили есть супруга Мария Левченко, которая является секретарем президента. Вот вам и секрет. Мгм. Так, сообщество, поехали. Вопросы отсюда. Добрый вечер. Помните, перед войной в доме, как совместно они проживали в доме какого-то обнальщика российского? Их спалил Михаил Ткач, журналист. Был Да, скандал. ночевали в одной, да. Да, да, ну вот это вот оттуда корни все. Вот и вам секрет феномена. А, Добрый вечер. Почему все так уверены, что если война закончится, армия будет стоять? По вашему мнению, всем так нравится жить в окопах и палатках, ничего никто не хочет домой, останутся те, кто на контракте. 10% офицеров, 10% кому некуда идти. И ничего кроме убивать не умеют. Мне даже просто интересно посмотреть на тех, кто будет пытаться их оставить. Лично у меня много друзей и знакомых, которые говорят, что будет очень много работы в Киеве после окончания войны. Работа какой? Вот этот человек не уточнил. Ну, вообще Ну, так вот, работы. уточняйте, мы же не можем. Я так понимаю, намекают на какую-то криминальную работу там или еще что-то. Все очень просто. Я не знаю, как и какими средствами армия, которая массово разбегается во время боевых действий, надо будет удерживать в строю после окончания боевых действий. Что у меня ощущение, что там 70% уйдет в СЗЧ, а останутся только те, которые хотят продолжать контрактную службу. Наверное, такие люди всегда есть и будут. Но хватит ли их на те же самые 250 тысяч, которые нам собираются оставить армию мирного времени, пока это большой вопрос. Армию сразу демобилизовать нельзя. Не потому, что злодей Зеленский, а потому, что есть особый период после войны, разведения, а тем более удержания линии, если надо будет соприкосновение, там нужна будет мобилизация, будет продолжаться разминирование, там прочее, прочее. Это очень длинный период, 1,5-2 года длится демобилизация армии с войны. Но в нашем случае я подозреваю, что она демобилизуется деньга за 3 саба. Кто там останется, это очень большой вопрос. Так, Анна, Алексей Николаевич, ваша цитата. «Все, что от нас хотели на переговорах, это чтобы мы сняли вышиванку и помыли ей полы в Кремле. В то же время вы собираетесь судить Зеленского за то, что он допустил войну. Так может, благодаря не только НКО и прочей западной нечисти, но и таким переговорщикам, как вы в свое время, война стала возможной? Лично вас надо будет судить?» Судите. Я говорил и многократно говорил, что следственная комиссия, временно созданная по результатам войны, это должна будет Верховная Рада, парламентская спецслужба, Генпрокуратура и межпарламентская, возможно. Должна будет установить реальную причастность и степень вины всех, включая меня как спикера переговорной группы. Пожалуйста, устанавливайте мою долю реальной ответственности, выносите пред собой суровый, нелицеприятный приговор. Вы что, думаете, вы меня этим хотите напугать или что? Или я буду выставлять условия, как умеров, а мне? Это вы меня плохо знаете. Значит, Алексей, когда в Украине разрешат короткоствольное огнестрельное оружие, ваше мнение, нужно ли, Станислав? Если я стану президентом, разрешат на следующий день. Да А, ладно. да. А если не стану, то не знаю, как ответить на ваш. А чего это вы вдруг взялись разрешать огнестрел? Потому что вооружен только тот гражданин, настоящий гражданин, который вооружен. Просто у нас будет проходить обучение, реальную медкомиссию там, и так далее, тренировки ежегодные, вернее, там на подтверждение навыка и способностей, да, психолога, специальные курсы образовательные по кейсам реального применения этого оружия. Это должна быть большая серьезная индустрия. Они просто выдали пистолет любому желающему, который купил справку. Так не работает.
И если вы хотите понять, какое общество я хочу строить, такие вопросы тоже задают. Ну, вот на примере огнестрельного оружия. То Мгм. максимальная либерализация культуры и экономики, в том числе владение оружием и всем остальным, небольшой набор базовых правил и жесточайшие санкции за их нарушение. То есть, если один раз человек махнет пистолетом не там, даже без стрельбы, ждет его сюрприз всей его жизни. А владеть, пожалуйста, стреляй в тире, сколько хочешь. Занимаясь, оружейная культура растет, ответственность вырастает. Есть научные данные, прослеженные в США, например, что владение оружием имеет массу побочных позитивных свойств. Ну, Бывает и негативное, но оно воспитывает техническую, оружейную, инженерную культуру, там ответственность в семьях там, и так далее, и так далее. Просто об этом надо серьезную дискуссию, ну а мы не же не просто американцы. выборка. Мы же По- не американцы, но нужно сделать так, чтобы мы были похожи на американцев. Нам нужна хорошая доля индивидуализма, нам нужна хорошая доля ответственности, нам нужна хорошая доля ощущения, что правая рука твоя что-то может в этой стране. Может правильно проголосовать на выборах, может бизнес построить, может защитить семью, страну и так далее. Это важно. Я за оружие. Дискуссионный вопрос. Напишите в комментариях, Безусловно, вы этот за вопрос... или против. Я лично против. Я думаю, Я что вообще будет беспредел. Ну, в таком Я случае. думаю, что первые 300 случаев они друг друга постреляют, а потом прекратится. Я вам скажу, что сейчас оружие же легального, нелегального огромное количество на руках, и ничего, прямо так вот повальной стрельбы нет. Ну, как посмотреть. Вон, во Отдельные Львовской случаи. области в школе постреляли Ну, вот это же вчера. пневматика. Ну, да ну постреляют. Две папы идиота постреляют, другие мамы не разрешат купить оружие и владеть таким папам потенциально. Ну, Так, значит, Челябинск приветствует вас. Олег спрашивает, когда закончатся боевые действия. Ваш прогноз? не знаю. Мне кажется, что реальная перспектива – это середина 26-го, не раньше, а то и до 27-го. Скептический вариант до 27-го. Мне нравится, когда, ну, это вполне вероятно, там, ваш зритель, мой зритель, неважно, наш зритель следит за вами. И вот Лена, да, пишет, значит, в эфире у Латыниной Арестович просил прощения у украинцев. Мне кажется, что это такой акт поддержки и успокоения масс перед какой-то, простите, опой. Алексей Николаевич, скажите прямо, нас ждет что-то ужасное? Вы очень хорошо обо мне думаете, если думаете, что мое приношение извинения, то, что я принес извинения, способно компенсировать массам какую-то опу. В конце концов, я же не на Майдане это делал, не на колене и не с кольцом, правильно? И не в форме ЗСУ. Я себя оцениваю достаточно нескромно, но все-таки это преувеличено мое воздействие. Мгм. Алексей, А ваш кроме того, какой опы вы еще боитесь? Какой вам еще опы не хватает? ну, подрыв дамбы Да, Вышгородской, подрыв э, дамбы. там какой-нибудь аварии, какой-нибудь станции. Мгм. Сегодня показывали, гуляла, ну, по этим всем видео, где, ну, где видео показывают с войны, да, ну, там, где обычно там дроны стреляют, людей убивают, пленные, не пленные, в общем-то, все. Какую-то дуру скинули россияне, и все в шоке, на вид как ядерный взрыв, воронка обалденная, все говорят, что это такое, ядерка или ФАП Ну, 5000? бомбу, ФАБ какой-нибудь 3000 скинули, да, и всё. Ну, в том плане, что... Смотрите, да, из жопы, вот так вот я прикинул, каким-то жопы возможно. Из жопы у нас возможно наступление на Киев. Вот это, да, вот это же, даже прорыв дамбы, там, я не знаю, что атомной станции, это не жопы на фоне того, что происходит. Чей юридически будет Крым после окончания всего этого кошмара? С уважением, Алексей. Юридически он будет украинским, и де-факто он будет российским, это же понятно. А Ну, и в пунктах... с точки зрения российского законодательства он тоже будет российским. Российского законодательства. э, Так, значит, поехали в чаты. Здесь тоже. Вот Лина Вострелова спрашивает, Алексей, как вы отвечаете на философский вопрос? Зачем людям слушать новости? Потому что люди вынуждены ориентироваться в этом мире, иметь какую-то картину для того, чтобы принимать решения, даже частные, домашние. Поэтому и слушают.
Более того, человечество, если совсем метафизически, человечество стоит на двух базовых процессах – коммуникация и кооперация. Она невозможна без обмена новостями. Алексей, скажите, каким образом Россия будет штурмовать Киев, если будет? Батька не даст, это риски. А так, ближайшее через Чернигов, зачем Путину принимать мир, где-то территории Донбасса вошли в состав в России не де юре? Как последний аргумент для того, чтобы оказать давление на общественное мнение и политическое руководство Украины и Запада. Осада Киева – это очень серьезный аргумент в переговорах. Мгм. Александр, можно узнать у Алексея, кого он считает врагом Украины, не считая там Россию, а вот просто враг Украины? Кто для Алексея? Враг Украины – это те, кто желает Украине зла и делом его осуществляет. Это практически вся высшая военно-политическая верхушка Украины на сегодня, за редким исключением. Правящий класс, элиты, как хотите назовите. Сторонники проекта «Антироссия», сторонники узкого националистического проекта – это все люди, осуществляют, ну как, их идеологи и основные функционеры – это враги Украины, с моей точки зрения. А люди, которые за ними следуют, это их очень жаль, потому что это как все люди, желающие добра, но поверившие в ложные вещи, которые, к сожалению, уничтожают Украину. Так, значит, два вопроса про выборы. Алексей, все-таки будете баллотироваться или пробовать занять пост президента? Каким образом это возможно? Мы за Да, вас, Саша, Алексей, спасибо. мы тоже, спасибо, что вы за меня. Я посмотрю на конкретную ситуацию. Во-первых, совершенно непонятно, как регистрироваться в ЦИК под санкции. Большой вопрос. Это как бы не так просто, как вам кажется. Это возможно только если там соберется 10-тысячная толпа, и которая потребует меня, как бы же меня зарегистрировали, там, или 50-тысячная. Это еще большой вопрос далее. Второй вопрос. Ну, понимаете, у меня очень большой соблазн всем героям настоящим, Белецкому, Буданову, Залужному, дать реально порулить. Не, вы Ну, чё? вы что, пусть порулят, вы что? Да, ну это... Украинский народ должен нахаваться полной ложкой, только тогда у него есть шанс протрезветь. Так нахавались уже комика. Еще не нахавались, подождите. Вот пусть нахаваются настоящих военных героев, и тогда они поймут, наверное, что такое, как устроена политика и чего ждать от политика на самом деле. Это еще заблуждение, возможно, последнее заблуждение. Хозяйственник у нас уже был, клоун у нас уже был, значит, ну сейчас вот военные герои. Ну, то есть через цикл вполне. Политика даже очень длинное дело. Я вполне могу посидеть спокойно 5 лет, это почитать семинары на яхте, а потом пойти через цикл. То есть есть ряд практических препятствий, есть ряд метафизических сомнений. У меня очень большое желание дать порулить героям, вот честно. Потому что украинцы не до конца еще понимают, как оно, почем в этом самом, как там пословица народная гласит. Вот им надо покушать ложечкой еще героев у власти. И вот тогда, да, чтобы страна в один большой ТЦК превратилась, да, вот тогда, наверное, уже. Реклама была такая, ты налей и отойди. Помните? Да, ну, правильно пишут, что 5 лет это не продлится, ну, 1,5-2 годика продлится, что этот эксперимент забавный. А там можно и прийти. Так, вопрос-претензия. Как вы можете объяснить, что люди из ваших курсов «Как убедить людей» и прочее сейчас работают на пропаганду войны? Например, Евгений Карась. Какой принцип отбора агентуры? По актерскому мастерству, что ли? Я не делаю слушателей своих курсов и никакой агентуры. Женя Карась был на 2 моих лекциях, одна из которых он меня приглашал, на одну он, на которую пришел, чтобы посмотреть, а на вторую он меня пригласил в 2019-2020 году. У них какой-то был молодежный сбор на грант по борьбе с вражеской пропагандой. Я честно прочитал там свою лекцию по ИПСО. Мгм. И честно, да, меня накормили ужином. И я уехал. Там был не один Карась, а миллион организаторов. Просто меня конкретно пригласил Карась. Вот и все его слушание моих курсов. Я вам скажу, что Карась самый приличный из всех этой банды. Ну, вот, реально. Он человек очень умный, дальновидный. И это единственные известные мне националисты, которые всерьез думают о будущем, увлекаются будущим. А это для меня всегда критерий. Потому что остальные все смотрят в прошлое. Всегда. Так, значит, ваше мнение. Это, кстати, хороший вопрос от Владимира. Ну, вот версия. А кто такой пианист? Я, знаете, я в этих сортах пианистов не разбираюсь.
Не, ну Ну, смотрите, Али Баба, там, Че Гевара, а тут какой-то, короче, пианист есть на пленках, который все разруливал, всем раздавал, короче, самый. Это члена-пианист или не члена-пианист? может, и вы, в смысле, намекаете на малыша, на Зеленского? Ну, что-то его вторая подпольная кличка. Честно, я не знаю. Я не разбирался в этих пленках. Как бы мне понятен вектор, а подробности не так важны. Ну, я думаю, что погадать можно на гуще. Ну, и помните, всегда все раскрывается, все тайно становится явным. Ну, знаем, через полгода, но узнаем. Так, поехали, чат Алексей. Алексей, эту войну можно считать уже мировой? Спрашивает Нет. Анна. Какая мировая война? Это локальный, региональный европейский конфликт. Ну, у него есть соответствующие регалии. Это крупнейший вооруженный конфликт в Европе после Второй мировой. И крупнейший в 20 веке, в 20-21 веке, пока после Ирана-Иракского. Ну, вполне осязаемые регалии, но мировой точно нет. Алексей Саевич, как бы вы действовали на месте Путина после срыва текущих переговоров? Абсолютно понятно, что мира не будет. Но это дальше не вопрос, а утверждение. А правда, если вот сейчас сорвет Зеленский, гоп-компания, что будет дальше делать Путин, ну, если бы он был Арестовичем? Или Арестович, если бы был Путиным? Если бы я был Путиным, я бы тормознулся по линии, сделал бы существенные уступки Украине, убедил бы все в своем миролюбии и начал готовиться максимальными темпами ко второму раунду и вообще к противостоянию России как фигуры глобального юга, глобальному западу, точнее, фигуры такой вот перехода между глобальным югом и глобальным западом, и обратился бы к внутрироссийским реформам, максимально инвестируя в науку, технику, в образование, в здоровье россиян, в общем, в то, чтобы ликвидировать крупные недостатки российского социума, промышленности, там, государственного устройства и так далее. В общем, я стал бы перековывать Россию в нечто более мощное, серьезное, компактное, боевое, устремленное в будущее. Очень условно говоря, запустил бы ее по китайскому варианту. Вот так. Это очень условно, чтобы вот в рамках публицистики. Вот. Потому что когда мне рассказывают, что СССР развалился непременно, у него не было вариантов, почему же Китай не развалился? А стал второй, а может, первой экономикой А мира. было тяжелее там. А было намного тяжелее, несравнимо тяжелее. Поэтому это сказки. Или то, что коммунизм обречен. Вот обречен всегда. Вот вам Китай, коммунистическая страна. Ну, да Китай, Алексей Где там он Николаевич. обречен, Да да. какой там Китай? Он вам коммунист. Венесуэла? Нет, мэр Нью-Йорка. Мэр Нью-Йорка, да, И пожалуйста. Вот. Трамп его там расшаркивается, принимает. Какой крутой мэр. Поэтому, друзья мои, все решает не коммунист или фашист, а организационная способность. Поэтому в конечном итоге. Поэтому, да, я бы запустил Россию по китайскому варианту. Чуть меньше экспансии вовне, чуть больше внутреннего развития. Как Политики... говорил когда-то Горчаков, Россия сосредотачивается. Мгм. Политики, Светлана пишет, всегда решают свои вопросы, а народ реально не влияет на происходящее. Выборов нет, все иллюзия. Вопрос, как изменить эту парадигму? Как вернуть народу возможность влиять на происходящее? Ну, народ должен, значит, заботиться сам о себе. Например, реально разбираться, пытаться в политике, реально разбираться в экономике, думать, за кого голосуешь, ходить опротестовывать политические решения моментально, там, да, экономические решения и так далее. Я представляю, чтобы кто-то типа Гетманцева в Соединенных Штатах, в Британии или во Франции проявил хотя бы 10-ю долю тех инициатив, которые он проявил в Украине. Снесли бы уже не только правительство, уже полчаса, вернее, 1,5 года уже прыгали бы на могиле. А у нас, пожалуйста. Никто не поможет народу, кроме него самого. Друзья, я всем хочу уважение как бы проявить ко всем и высказать хорошие, добрые слова. Я думаю, что Алексей присоединится. Спасибо. Вот я просто в чате у Алексея сейчас. Спасибо, что пишете хорошие, добрые комментарии. Вот это Я вам очень важно. скажу спасибо, что смотрите. 41 тысяча онлайн у меня. Наверняка у вас там не меньше 30, да? Ну, а может быть и больше, чем у меня, я не знаю просто. И, ну, значит, наверное, людям это нужно, а мы, в свою очередь, хотим поблагодарить за внимание к тем смыслам, которые мы несем. Да, буквально еще парочку из вашего чата вопросов. Значит, официальный к Алексею, есть ли возможность с вами или на вас работать? Вот смотришь на вас и работать хочется на Арестовича. Приходите пока на курсы, друзья мои. Это самая лучшая подготовительная работа. Если вы хотите следовать путем Арестовича, то вот вам как бы курсы – это лучшее, что может быть. А что касается будущей работы, если будет когда-то в моей жизни политический этап, ну такой с выборами, там, с формальной политикой,
то я подниму все флаги в каждом населенном пункте, там, в каждом городе Украины будет вам партия, вступаете, там, околопартийная организация. Причем они будут не фуфловыми, а настоящими. Я не буду делать фуфло никогда. Поэтому на здоровье присоединяйтесь просто всему свое время. Любой человек, который сейчас официально пойдет под какие-то мои флаги, под санкционного человека, которого все считают московским шпионом и виноватцем всех дел, крупно рискует. Я не хочу подставлять людей. Значит, Алексей, вы когда приступали к работе в офисе президента во второй раз, вы могли подумать, что все так для вас лично закончится? Ну, конечно, я же сказал, что по итогу этой истории я буду главным предателем, помните? Это я сказал на пике своей популярности, там, в марте или в апреле 22-го. Александр интересуется, Усик станет президентом? Вполне может быть. Крайний опрос, который делали интересные люди, у Зеленского было 18,6, а у другого кандидата, не названного, просто другой кандидат, 46. То есть ситуация 2019 года, колоссальный запрос на фигуру, которая неожиданная. Понимаете, в чем фишка? Даже я уже ожидаемая фигура. Я всех уже задолбал своим президентством. А запрос могут быть совсем на неожиданного кандидата. Пожалуйста, Усик, может быть, еще кто-то может быть совершенно неожиданный. Поэтому могу быть и я, может быть, Кличко. Сейчас в этой ситуации может Залужный, кто угодно может повернуться. Никто не знает, кто будет. Посмотрим. Я могу сказать одно. Зеленского не будет точно. Здравствуйте. Как повлиять на выборы в Раду голосование на территории России до 15 миллионов человек? Это вообще возможно? А это зависит от того, как мы закончим войну. Потому что если при определенных условиях избирательные участки будут открыты и в России для граждан Украины, они смогут проголосовать. Вообще это правильно было бы. Значит, друзья, в качестве финального вопроса и такого паса туда, в сторону к Алексею Николаевичу, да, вот этот QR-код школы мышления и коммуникации, переходите, интересуйтесь. Значит, вот такой вопрос о мужском и женском. В общем, Алексей, здравствуйте. Чем психологически объясняется агрессивное желание некоторых женщин отправить всех на войну? Психологическая защита от невозможности изменить ситуацию? Это чур меня называется. Есть такое правило, если сознание говорит «да», особенно публично громко кричит, то подсознание говорит «нет» на 180 градусов. Смотрите, народ же находится в очень тяжелом положении. Вот смотрите, почему Зеленский до сих пор у власти, вы не думали? После всех скандалов, после того, что творит ТЦК, государством правит организованная банда преступников, как бы, да, тягчайшие международные преступления совершившие и так далее. Он реализует сразу два очень важных момента для украинцев. Он, с одной стороны, их насилует, с другой стороны, защищает. И это типично абьюзивное отношение, вот как в семьях с маньяками. То есть он от внешнего врага защищает, а сам насилует. И я говорил это у Латынина, я повторю это у вас. Почему Зеленский у власти? Он только по одной причине, если земную причину брать, это то, что существует в обществе абсолютно твердый консенсус в украинском, что пусть обворовывает, пусть насилует, но не поддается Трампу и мстит Путину. Вот за это украинцы готовы платить его пребыванием у власти. Когда этот социальный контракт, он исключительно вот здесь, будет разорван, Зеленский и его и ребята его, коллеги по пленкам испарятся в течение 3 дней. Вот так просто, как водяной пар исчезнут. Это все здесь. Контракт этот вот здесь у украинцев. И я их понимаю. Украинцы настолько недолюбленные, битые, многократно изнасилованные, забывшие, что такое справедливость, униженные экономически, как хочешь, люди, что малейший намек на их защиту, они готовы простить за это все. Украденные миллионы, загубленные жизни и так далее. А он защищает, да, с их точки зрения, и да, и с точки зрения объективной, до какой-то степени он их защищает. Вот смотрите, как было разыграно второй овальный кабинет, операция ж прошла. Вот пленки Миндича. Все залезли с Миндичем, все залезли на стенку, все понимают, что Зеленский крупнейший коррупционер. Он тут же выдвигается неприемлемые мирные условия, и он снова защитник Украины, и ему забыли все. Ну, еще не забыли. Ну, почти забыли. Этот трюк, ко мне набежало очень много дам, причем это реальные дамы, не боты, вот такие вот, которые там за войну до победного конца, бабушки, как бы за 60. Я всегда хочу спросить, где их внуки, но совесть как-то у меня удерживает от этого. И они говорят, что надо поддержать президента, и пусть себе ворует, прямо писала одна мне доктор психологических наук, на секундочку, в комментариях. Пусть себе ворует, главное, чтобы что? Чтобы защищал нас перед Путиным.
Ну, я же говорю, где этот контракт? Его же не придумало страшное российское ПСО. И Миша Подоляк на своем российском твиттере это не написал. Это люди под колоссальным внешним давлением хватаются за хоть что-то, что их защищает. Откуда у Залужного 38% на выборах, как говорят? Потому что у него образ защитника. Откуда у Белецкого и Буданова как бы какой-то там рейтинг? Потому что образ защитника. Вот и все. Люди хотят, чтобы их защитили. Но люди не понимают очень важную вещь, что как только война кончится, ситуация защиты. Все радикально поменяется. Я хочу просто уточнить, а на это влияет, на ваш взгляд, бедность? Бедность, конечно. Униженные. Ну, я вам рассказывал эту притчу, давайте расскажу вам еще раз. Однажды товарищ Сталин спросил члена Политбюро, гуляя по даче, как надо обращаться с народом. Они сказали, ну, как? Ну, там, кормить, там, наказывать. Он говорит, нет, поймайте мне вот ту курицу. Не принялись бегать, не могут поймать курицу. Сталин говорит, начальник охраны, поймайте курицу. Ну, молодые НКВДшники, которые охраняли, там поймали курицу. Притащили, Сталин сказал им, опустите курицу. Опустили, она опять тут же сбежала. Он говорит, а теперь смотрите. Опять поймали курицу, он ее ощипал, поставил, и голая курица стала жаться к сапогам Сталина сама. Вот это способ, которым управляет элита Украины. Они делают из украинцев коллективную голую курицу, и она жмется к их сапогам. Даже если этот сапог пинками их загоняет в ТЦК, в бусики и выдавливает последнюю копейку из их без того нищих кошельков. Несчастные, задерганные, забитые, перепуганные люди, которые за хотя бы тень защиты или намек на защиту готовы прощать страшные преступления против них же. Это катастрофа. Это вот до этого довели народ. К сожалению. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Я благодарен за этот эфир. Спасибо вам, Саша. Спасибо, зрители. Друзья, благодарю за то, что ставите лайки, за то, что присутствуете. Приходите в следующий понедельник. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света.